Привет, друзья! Сегодня Европа как на пороховой бочке. В Польше массовые протесты, Варшава кипит, тысячи людей требуют пересмотра миграционной политики Европейского Союза. В то же время Брюссель готовит новую систему распределения беженцев, которая может изменить баланс сил в Европе. Германия тоже в центре внимания. Министр внутренних дел Александр Домбрид проводит переговоры с представителями Афганистана по вопросу возвращения депортированных граждан. А Франция снова удивила. Эммануэль Макрон вернул на пост премьера Себастьяна Лекарню всего через несколько дней после его отставки. Тем временем в Германии растут споры о военной службе, а активисты протестуют против перевозки радиоактивных отходов. Все это лишь верхушка айсберга сегодняшних новостей, которая напрямую влияет и на Берлин, и на всю Европу. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить важные последние новости часа и понимать, что происходит за кулисами европейской политики. Итак, в Польше тысячи людей вышли на улицы Варшавы и других городов, чтобы выразить протест против миграционной политики Европейского Союза. Протесты прошли более внимания, чем в 80 городах по всей стране. Организатором акции стала правая партия Конфедерация, известная своей жесткой антимиграционной риторикой. Лидеры партии, такие как Кшиштоф Босак и Славомир Менцен, призвали к закрытию границ и усилению контроля въезда мигрантов. Во время выступления в Белостоцке Босак заявил, что без усиления мер внутренней и внешней безопасности Польша не сможет справиться с большим количеством нелегальных пересечений границы. На плакатах демонстранты требовали «Стоп миграции» и «Польша полякам». В некоторых городах прошли контршествия, направленные против антимиграционных настроений. В Варшаве полиция вмешалась после столкновения между болельщиками футбольного клуба «Легия» и участниками контрдемонстрации. Среди задержанных была даже пожилая женщина, выступавшая на акции. Партия, напомню, Конфедерация, занимает места в Сейме и Европарламенте. Ее популярность все время растет на фоне недовольства миграционной политики кабинета Дональда Туска. Напомню, что правительство Польши недавно ввело пограничные проверки на границах с Германией и Литвой и выступает против обязательной перенаправки мигрантов из других стран Европейского Союза на территорию Польши. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готовится полностью изменить систему приема беженцев. Теперь каждая страна должна будет помогать тем государствам, куда мигранты приезжают в первую очередь. Например, Италия, Греция или Испания. По новым правилам, которые начнут действовать с июля 2026 года, ежегодно будут перераспределяться, внимание, около 130 тысяч человек, из них 30 тысяч мигрантов должны будут направляться в другие страны Европейского Союза, если на границах возникает перегрузка. Остальные получат помощь в виде финансирования или отправки специалистов. Главная идея реформы – это разделить ответственность, чтобы страны на внешних границах не справлялись с потоком беженцев в одиночку. Германия поддержала этот план. По словам представителей Берлина, солидарность должна быть взаимной. Если одна страна помогает сегодня, завтра ей помогут другие. Но не все государства согласны. Польша и Венгрия уже выступили против, заявив, что не хотят обязательного приема мигрантов. Система начнет работать через полгода, и до конца этого года все страны Европейского Союза должны договориться, кто и сколько людей готов принять. От этого зависит, будет ли новый план работать на практике или останется всего лишь на бумаге. И это только начало. Министр внутренних дел Германии Александр Домбрид сообщил о готовности договориться с властями Афганистана об ускоренных возвращениях граждан, подлежащих депортации. Он сообщил, что технические переговоры уже прошли в Кабуле и предполагает, что регулярные рейсы и прямые линии могут быть установлены вскоре. Домбрид подчеркнул, что Германия хочет не только использовать, но и линейные рейсы для возврата лиц, признанные виновными в уголовных преступлениях. По его словам, ранее из Германии в Афганистан уже были отправлены лишь 2 таких рейса в 2024 году и в июле 2025 года при посредничестве Катара. Министр высказался о будущем. Он готов лично поехать в Кабул, если потребуется заключить ключевые соглашения. Он также отметил, что подобные переговоры могут быть проведены и с другими странами региона. В ответ на критику со стороны правозащитников Домбрид указал, что переговоры с талибами не означают дипломатического признания самого режима. Это лишь инструмент для восполнения правовых пробелов и усиления контроля над возвращениями. До вступления соглашения остается преодолеть юридические и политические преграды, но сегодня Германия делает шаг к систематизации через прямой контакт с руководством страны, с которым ранее не велось вообще никакого взаимодействия.
А дальше еще интереснее. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекарню премьер-министром. Внимание! Всего лишь через несколько дней после его отставки. Лекарню должен уже в ближайшие сутки сформировать новое правительство и представить бюджет 2026 года парламенту. Ранее он ушел в отставку, не продержавшись даже месяца из-за глубокого раскола парламента и неспособности провести необходимые решения. Макрон настоял на втором шансе для Лекарню, считая, что лишь он может вновь попытаться преодолеть этот кризис. Среди требований это создание устойчивой коалиции и принятие строгого бюджета. Парламент остается разделенным, правые силы критикуют Лекарню за близость к Макрону, левые же требуют жестких социально-экономических мер. Контрольный срок – это до понедельника, когда бюджет должен быть подан в парламент, иначе политическая нестабильность еще усилится. Тем временем разворачивается новая интрига. В Баварии экологические активисты выступили против планируемой перевозки высокорадиоактивных отходов из исследовательского реактора в Гарцике около Мюнхена в промежуточное хранилище Вахаус, это Северный Рейн-Вестфалия. Участники протеста собрались перед реактором, требуя, чтобы радиоактивное урановое топливо не вывозили, а создали перерабатывающий комплекс прямо в Гарцине. Они считают опасным хранение материала в Вахаусе и настаивают на разведении вещества на месте, чтобы снизить его активность. Федеральное ведомство по безопасности ядерных отходов уже одобрило 2 таких транспортировки отработавших тепловыделяющих элементов из Гарцина в Вахаус. Перевозки планируются ориентировочно на 2026 год. Среди веществ, которые планируется транспортировать, внимание, материалы с высоким уровнем обогащения, вызывающие обеспокоенность с точки зрения безопасности и обращения. Противники перевозки подчеркивают, что в хранилище Ахаус лишь промежуточно и не рассчитано на долговременное размещение материалов такого класса. В Германии пока нет окончательного хранилища для радиоактивных отходов, существуют только промежуточные вот такие вот площадки в разных землях, включая Ахаус. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Медленный экономический рост и демографические изменения ставят европейское социальное государство под колоссальное напряжение. Рождаемость падает, население стареет и все меньше работающих остаются на содержании пенсионеров и социальные обязательства. Во многих странах Европейского Союза уже начинают закрывать бюджетные дыры, ограничивают пособия, повышают возраст на пенсию, ужесточают условия получения льгот. Даже в Германии реформы назревают, хотя на политическом уровне они до сих пор остаются табу. Экономисты подчеркивают, Европа знает, что делать, но многие меры откладываются из-за страха перед общественным мнением. Нужно пересмотреть налоговую систему, направлять средства на поддержку молодых семей, стимулировать иммиграцию квалифицированных специалистов и реформировать пенсионные схемы. Без участия правительства и своевременных шагов социальной системы, которые сегодня выглядят, могут столкнуться с серьезными трудностями. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. Согласно новому отчету Global SEO Report, руководители крупнейших компаний Германии, внимание, выражают свое беспокойство за экономическое будущее страны. Каждый второй немецкий топ-менеджер ожидает ухудшения деловой ситуации в ближайшие годы. Главная причина – это рост торговых конфликтов, замедление мировой экономики и высокая налоговая нагрузка. Многие компании уже откладывают инвестиции и пересматривают планы своего расширения. Особое беспокойство вызывает утрата конкурентоспособности. Руководители предупреждают, Германия теряет позиции в области цифровых технологий, энергетики и промышленного производства. Эксперты считают, что без последовательных реформ, снижения бюрократии, упрощения налогообложения и поддержки инноваций немецкая экономика может столкнуться с длительным снижением темпом роста. А вот следующая новость способна удивить даже скептиков. В правительстве канцлера Фридриха Мерца обеспокоены. В Германии наблюдается резкий рост числа отказывающихся от военной службы. По данным Министерства обороны, внимание, в 2025 году количество заявлений о непринятии военной службы достигло рекордного уровня за последние 14 лет. До конца августа было подано 3257 таких заявлений, что на 9,2% больше, чем за весь 2024 год. Для сравнения, в 2023 году было подано 1609 заявлений. Основной причиной отказа от военной службы, внимание, является личное убеждение. Министерство обороны отмечает, что увеличение числа отказов свидетельствует о том, что граждане более активно обсуждают вопросы национальной безопасности и принимают осознанные решения. Заявление о непринятии военной службы рассматривается Федеральным ведомством по делам семьи
СМИ и гражданского общества, которые принимают окончательно свое решение. По данным ведомства, в 2025 году было одобрено 2071 заявление, что значительно больше, чем в прошлом году. Однако в ведомстве также отмечают, что не все заявления, поданные в конце года, были рассмотрены в том же году. Рост числа отказов от военной службы вызывает вопросы относительно планов правительства по усилению системы обороны страны. Министр обороны Борис Писториус ранее заявлял, что Германия должна быть готова к своей защите, однако текущие данные показывают совершенно обратное. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.